Это не краска, это броня. Твердое анодирование алюминия. Забудьте про заводы. Я покажу, как сделать анодирование в обычном гараже. Ну что, давайте анодировать. Это довольно сложная деталь. Здесь совмещена токарная обработка ЧПУ и фрезерная обработка. Как видно, идет довольно гладкая поверхность и довольно грубая после крупного шага при 3D фрезеровке. Есть отверстие. Вот здесь нужно будет почистить черное. И есть резьбы. У нас здесь 1, 2, 3, 4. И вот здесь 5-я резьба. Здесь резьба М4. А вот эти вот резьбы М2,5. Задача стоит поанодировать полностью деталь. Сделать толщину слоя минимум 25-30 микрон. Поскольку к этой плоскости будет прилегать другая деталь, здесь должно быть полное покрытие. В том числе и вот эти вот места, где резьба. Но если анодировать с открытыми резьбовыми отверстиями, там вырастет слой анода, и стандартный крепеж уже так легко не войдет туда. Поэтому нужно сделать защиту для резьбовых отверстий. Есть 3 варианта, как это можно сделать. Можно выточить заглушки из фторопласта или капролона, сделать титановые заглушки. Но эти два материала, нарезать резьбу 2,5 довольно сложно. Поэтому я буду использовать 3-й вариант. Сделанные заглушки из алюминия. У меня уже были от предыдущих проектов вот такие заготовки. Здесь резьба 2,5. Кстати, материал этой детали 2024 или же аналог D16T. Или, возможно, это 7075, аналог V95. Поэтому цвет получится какой-то один из вот таких. Ну, посмотрим. Закручиваю алюминиевую шпильку. Даже если кислота туда попадет, страшного ничего не будет. Главное потом хорошо помыть. Но анодироваться не будет, потому что все закрыто. И таким путем закрываются все остальные отверстия. Видите, здесь с прошлого раза осталась вот уже покрытая часть шпильки. И вот покрытая. Дальше 2 витков уже не лезет. А не покрытая часть закручивается нормально. Здесь толщина 20 микрон на диаметре. Никакой механической обработки дополнительной я проводить не буду, кроме вот этого места. Здесь есть какая-то чернота, отпечаток от чего-то остался. Вот его нужно хорошо убрать. Остальное потом отмоется обычной щеткой. Теперь один из важных моментов. Электрический контакт. Зажимы, прижимы используются в крайнем случае, когда не за что механически надежно прикрепиться. Здесь у нас отверстия с резьбой закрыты. Через эти отверстия будет не очень удобно крепить. Очень удачно. Вот здесь есть резьба М4, через которую будет крепиться эта деталь к проводу. Я сделал шпильку алюминиевую. Точно так же она закручивается сюда. Она и сохранит внутри резьбу. И будет удобно передавать контакт. У меня есть вот такой многоразовый алюминиевый квадрат. Все лишнее закрывается изолентой или термоусадкой. Я сделал резьбу. В которую закручивается шпилька вместе с деталью. Вот таким способом я притянул. Получилось надежно, очень жестко. Если ваш контакт будет ненадежный, слабый, то вот в этом месте может прогореть ваша шпилька или даже может начать гореть сама деталь, потому что ток здесь будет идти 5 ампер. Так, теперь промываем деталь. Как помыть деталь? Я не использую кислоту и щелочные растворы. Я использую просто теплую, горячую воду с обычным моющим средством.
И вот так зубной щеткой или чем-то другим хорошо отмывается. Если была деталь ваша предварительно очень грязная в масле, то можно помыть в бензине калоша или изопропиловом спирте. Деталь промывается уже закрепленная, чтобы потом не трогать ее руками. То есть после того, как деталь помоется, прикасаться к ней нельзя. После такой очистки деталь промывается под краном в проточной воде. Сначала в горячей, потом в холодной. Теперь сам процесс анодирования. Есть ванна полипропиленовая, двойная, с утеплителем. Температура электролита сейчас минус 4,4. Для холодного анодирования желательно использовать температуру от минус 3 до минус 10. Охлаждающие шланги уже покрылись синим. Это хороший показатель. Поскольку нам не нужна максимальная твердость, начнем анодировать при минус 4,5 градуса. В ванне установлен 4 свинцовые пластины. К ним подключен минусовой провод. Это перемычка, на которую будет вешаться деталь. Ну и погружаем в электролит деталь. Электролит — это разбавленный электролит для аккумуляторов. Чем холоднее раствор, тем больше нужно напряжение для нужной толщины слоя. Для нашей детали мы выставляем ток для начала 5 ампер. Это 2,5 ампера на квадратный дециметр. Вольтаж ставим максимальный, в данном случае это 50 вольт. Запускаем процесс. Как видите, пошел процесс, начал выделяться водород. На свинцовых пластинах тоже пошла реакция. Кстати, по поводу вентиляции, по безопасности. Если не использовать воздушное перемешивание, то достаточно обычной вытяжки. У меня здесь рядом станки, и все в порядке, никаких проблем нету. Оставляем так приблизительно на час. Ток поднял до 6 ампер. Как видите, уже 250 ватт тепловой энергии выделяется. Ее нужно отбирать в процессе и поддерживать стабильную температуру в ванной. Питание отключено. Достаем нашу деталь. Ну, красиво. Теперь быстро ее промываем под холодной водой. Следующий этап — это кипячение детали. Ждем, пока вода закипит. Пока вода окончательно прогревается, извлекаем все резьбовые соединения, которые мы сюда вкрутили, контакт и заглушки в эти резьбы. И теперь в кипящую воду помещаем деталь. Ну, больше кастрюли у меня не было, какая есть. Окунаем. И пускай она так варится на медленном огне минут 10-30. Пока идет процесс закрытия пор после анодирования, скажу вам два момента. Один положительный и один негативный. В начале видео, когда я погружал в ванну деталь, из-за защитных очков я сразу не заметил. Пошел локальный перегрев. Чтобы его не было, нужно либо активное перемешивание воздухом, чего у меня пока нет. Я буду это только делать. В последующих видео я покажу. Нужен воздушный фильтр мокрого типа, то есть через воду, чтобы фильтровал пары кислоты. И произошел прогар маленький из-за того, что локально нагрелся участок. Уменьшение тока ничего бы не дало. Процесс бы просто не запустился анодирования. Но вот видите, маленький уголок
прогорел. Я чуть позже покажу более подробно, после того, как деталь окончательно проварится. Прошло 20 минут. Наш суп окончательно готов. Сейчас достану и будем смотреть ближе, что получилось. Вот это негативный момент, о котором я говорил. Но здесь страшного ничего нет. Это место под вклейку, поэтому этот маленький прогар здесь не важен. Зато есть опыт. Ну а позитивный момент, то что все получилось. Качественное покрытие. Все отверстия целые. Резьба в отличном состоянии. Маленький тест на прочность. Надфиль. Как видите, никаких следов. Твердость на высоте. Высокое качество, которое можно получить не на заводе, в промышленности, а у себя в мастерской. Если было полезно, вы знаете, что делать. До свидания.